Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание снам и поговорим о том, какие сны предсказывают деньги в нашей жизни. Поэтому, если вам приснилось это, то знайте, что в самом ближайшем время деньги появятся в вашей жизни. Далее мы более подробно об этом поговорим, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации. Всем приятного просмотра! Вы знаете, наши сны состоят из различных энергий, при этом как положительных, так и отрицательных. Поэтому одни сны прогнозируют нам приятные события, светлые события, а вот другие, к сожалению, наоборот, разные проблемы и неприятности в нашей жизни. Это также влияет и на наше настроение, потому что, наверное, каждый из нас замечал, что когда нам снятся хорошие сны, то мы утром, проснувшись, ощущаем бодрость, позитив. Нас даже тянет на новые свершения, потому что это хорошие сны. Это, знаете, как вот предсказывает нам, что у нас что-то будет хорошее в жизни, прекрасное в жизни. А вот когда снятся нам кошмары, что-то не очень хорошее, плохое, то, проснувшись утром, во-первых, мы начинаем быстро прорабатывать, что же нам приснилось, почему, что бы это значило, и в то же время ощущается вот внутреннее опустошение, даже кажется, что на плечах лежит тяжелый груз. Все, что нам снится, это снится нам, как правило, на эмоциональном и на нашем энергетическом уровне. Поэтому важно перед сном всегда отпускать весь негатив, проблемы из своей головы и настраиваться только на положительные вибрации. Так, во время сна тогда вас будут окружать положительные энергии, и, соответственно, сны ваши будут приятные, красочные и с хорошим только значением. И сегодня в этом видео мы уделим внимание именно снам, которые говорят о том, что в вашу жизнь в самое ближайшее время придут деньги и успех в карьере. Итак, друзья, если вам снится ураган, сильный ветер, и вы присутствуете еще и в самом центре этого циклона, это достаточно хороший сон, так как такой сон сулит вам быстрое появление денег. Очень часто, когда такое снится, люди просыпаются и даже бывают в холодном поту, потому что очень сильно переживают и думают, что это очень плохой сон. Нет, вы ошибаетесь. Это на быстрое появление денег. А вот если вам снится змея, это также предвещает финансовые поступления. И чем больше змея, тем крупнее сумму вы получите. А если вам снится змея желтого цвета, то это означает, что у вас будет хорошее предложение по работе или быстрое продвижение по карьерной лестнице. А вот если вас кусает змея, то нужно быть очень осторожным и внимательно думать о всем, что касается денег, иначе вы можете потерять большую сумму. Также змея в ваших снах может и означать вашего врага и недоброжелателя, поэтому обязательно, как только вам приснился сон, проанализируйте и продумайте, что у вас в жизни, возможно, не так. А вот если вам снится море, то это означает стабильность в ваших финансовых делах. А если на море полный штиль, значит вам поднимут зарплату в самое ближайшее время. Если вы купаетесь в море, вам хорошо, комфортно и вода чистая, то знайте, что к вам грядут успехи в деловой сфере. Вы сможете заключить выгодную сделку или контракт. А если вы, находясь в водичке, в море, видите камушки на дне, это означает, что у вас будут приятные знакомства. А вот если вода в море мутная или сильные волны, то знайте, что вам нужно остерегаться недоброжелателей, которые находятся очень близко к вам и намерены принести вам вред. Если вы во сне печете хлеб, знайте, это к положительным изменениям в вашей жизни. Если хлеб получился большой, красивый, это означает, что у вас очень скоро представится возможность заработать большую сумму денег. А если хлеб, например, лопнул, то это к денежным потерям. А если он пригорит, то к большому финансовому обману.
Если вам снится сильная метель, это означает, что у вас в самом ближайшем времени произойдут изменения в финансах в хорошую сторону. А если вы во сне гуляете в метель, а под ногами у вас грязный снег, то вам нужно остерегаться, так как на работе вас ожидают неприятности, из-за которых вы можете лишиться денежного вознаграждения. А если спокойная погода и вы гуляете по белому чистому снегу, это говорит о том, что у вас в скором времени ожидает вас прибыль. Если вам снится сад, в котором много цветущих деревьев, это означает, что скоро вы получите положительный результат в деле, над которым трудились на протяжении долгого периода времени. Если вы увидите, что гуляя по саду есть сломанное дерево, это означает, что на вашем пути возникнут неприятности. Если на вас во сне новая одежда, знайте, что это к финансовому росту. А вот если одежда имеет на себе дыры, это к непредвиденным тратам, которые свалятся на вас в тот момент, когда вы этого даже будете не ожидать. Если вам снится, что вы летаете во сне, знайте, что значит ваш начальник сделает вам какое-то интересное предложение, от которого вы не сможете отказаться, но которое приведет вас к новому положительному этапу вашей жизни. А вот если вы при этом ощущаете дискомфорт, вам постоянно хочется спуститься на землю, это знак на энергетическом уровне, что вам нужно пересмотреть свои цели и задачи. И, скорее всего, вы выбрали неправильный путь, который ведет вас в никуда. Если вы во сне летаете с кем-то, это к семейному счастью или, как вариант, судьбоносному знакомству. А вот если вы упали с высоты, это к тому, что кто-то из вашего окружения метит на ваше место и будет стараться все сделать, чтобы вас подставить, чтобы этого добиться. Поэтому будьте внимательны и очень осторожны. А если вот вам приснилась свинья, знайте, это к прибыльным делам. Если вы убегаете от свиньи, то это означает, что вы не сможете довести до конца начатое вами дело, так как в этом вам помешают. А если снятся вам ювелирные украшения, то знайте, что вы в скором времени получите большую сумму денег. Это может быть, например, наследство или, как вариант, деньги от крупной продажи. А вот если снятся вам ювелирные камни, это к мелким неприятностям, которые изменят вашу жизнь, при этом не в лучшую сторону. Если вам приснился хороший сон, и вы же действительно желаете, чтобы он сбылся в вашей жизни, то, проснувшись, обязательно улыбнитесь. Возьмите монетку желтого цвета и бросьте ее в окно. При этом обязательно скажите следующие волшебные слова. Эту монетку бросаю, энергии светлые привлекаю, сон в реальность с их помощью воплощаю. А вот если вам приснился достаточно плохой сон, и вы не желаете, чтобы он сбылся, то, проснувшись, ни с кем не разговаривайте. Сразу включите экран и на проточную водичку расскажите ваш сон. А затем скажите следующие волшебные слова. Сон в свою жизнь не впускаю, его на энергетическом уровне запираю. Пусть все плохое меня стороной обойдет и вред мне не принесет. Также, если вам приснился плохой сон, то старайтесь до 12 часов дня никому о нем не рассказывать. И время от времени говорите следующие слова. Куда ночь, туда и сон. И тогда такой сон точно не сбудется. Когда вам снятся плохие еще сны, пожалуйста, обращайте внимание на то, что на данном этапе происходит в вашей жизни или, возможно, произойдет. Потому что очень часто через сны мы с вами получаем определенные подсказки. И, конечно же, все зависит от вас и от того, насколько вы помните те сны. Есть люди, которым никогда не снятся сны. Точнее, они снятся, но они о них просто не знают и не помнят. Потому что мозг, возвращаясь телом
возвращаясь вот в обыденное состояние, оно не помнит то, что происходило на другом уровне. И это также нормально. Но если вам снятся сны, и вы знаете о том, что эти сны помогают вам в жизни проиграть какие-то определенные ситуации, то всегда их записывайте и смотрите, что у вас происходит в жизни. Потому что, возможно, вы не умеете на данном этапе в жизни читать свои сны. Это нормально. Начните их записывать, а потом делайте определенные выводы. Потому что, например, те же тараканы, для кого-то это мелкие неприятности, а для кого-то именно тараканы это деньги. Также касается, например, и такого понятия, как, например, собака. Для кого-то собака это будет всегда друг, а для кого-то это всегда будет враг, который рядом с вами, кто-то из родственников. Так же самое, например, и зубы. Когда выпадают во сне у вас зубы, вне зависимости, это у стоматолога или так выпали, то если они с крови, то, как правило, это потеря с родственниками кровными связана, а если так, то это может быть кто-либо. То есть вот такие вот подсказки всегда узнавайте, потому что сны очень часто нам приносят очень важную информацию. Только мы, к сожалению, так задействованы в этом мире, что мы очень заняты, что нам не до этого. А через сны приходят нам определенные подсказки. Друзья, эти простые действия, эти простые практики, о которых мы говорили в этом видео, обязательно помогут вам привлечь в вашу жизнь желаемое, и вы сможете обезопасить себя от вещей, которых, возможно, вы не ждете в своей жизни. Мы надеемся, что наши советы, друзья, и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, мы услышимся с вами уже в следующем видео.